Теперь молодец, правда? 800. Здравствуйте. Я пошла. Это у вас разные? Да, разные. Здравствуйте. А у вас есть хачины? Да. Это как национальное блюдо, да, здесь считается? Да, это наше национальное блюдо. А какие есть начинки? Картошка, сыр ботва есть, сыр зелень есть, сыр картошка есть и мясо есть. Можно, пожалуйста, сыр картошка? Вот, да. Один хачин, сыр картошка. Все? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, а какая кровать свободна? Ой, да у нас тут беспорядок, ну вообще. Да, вся любая свободна. А, вот эти, да? Мы здесь вдвоем только. Да. О, Выбирай прикольно. любую. Еще так атмосферно. Гирлянды, да. Вот сам ледник. Вау. Да. Аня, героиня, искупалась там. Как водичка Да ладно. души. Да. Водичка, ну как лед. Тебе? Я вас прошу. Если поворачивается назад, на сторону. Здравствуйте, это вы, Марк? Вы работаете в национальном парке, да? Добрый день, да, это я. Элина. Очень приятно, Элина. Расскажите, пожалуйста, чем вообще отличается заповедник и национальный парк? В заповеднике, если говорить простым языком, более жесткие условия, и основная деятельность заповедника направлена все-таки на сохранение природы и на исследование природы. В национальном парке же есть возможность развития туризма, и национальный парк под собой подразумевает
более такое, скажем, рабочее, гармоничное, сбалансированное развитие как территории, так и сохранение природного, естественного биологического комплекса. Большинство из наших озер, они карового происхождения, то есть ледник отступал и образовались кары. Кары – это такие, можно сказать, впадины в естественном рельефе. И, получается, ледник, отступая, оставлял за собой такие озера. Примечательны эти озера тем, что после открытия и создания этого маршрута он также пользовался популярностью. Это, пожалуй, одни из самых доступных озер в нашем районе и на нашей территории. Находятся они на высоте от 2000 до 2200 метров. И также они примечательны еще тем, что они остаются в зоне леса. То есть у нас немного, даже если в рамках всего региона рассматривать, немного таких озер. В основном все находятся выше 2500 метров и не в лесной зоне. Исследовать у нас можно много чего. Это касается и флоры, фауны, гляциологии и так далее. Но на данный момент я бы на вашем месте стал бы исследовать ледники, потому что глобальное потепление, ледники отступают. Вот, и на самом деле вопрос питьевой воды, да, и как стратегически важного ресурса, он остро стоит. На ледник попасть на самом деле трудно, потому что у нас ни один маршрут не проходит ни рядом с ледником, ни к леднику. Что касается ущелья Домбай-Ульген, оно примечательно тем, что это одно из образующих ущелий. Там же в этом ущелье находится самая большая вершина нашего национального парка. Это гора Домбай-Ульген, 4046 метров. Знаменита эта долина в том числе тем, что там были одни из первых альплагерей. В свое время там была база Ленинградского инженерного института, так она и называется, Поляна Лии. Там было несколько лагерей, впоследствии была переименована в Русскую Поляну. Вот. И можно сказать, что одно из мест, которое
было освоено в плане научных работ, в плане туризма, это как раз ущелье Домбай-Ульген. Там в свое время было много лагерей, много научных практик студентов привозили. Конец 80-х, начало 90-х нашей территории был присвоен статус биосферного резервата, что подразумевало под собой уникальный природно-биологический комплекс, который был включен в Международный фонд охраны, скажем так. Ну и изначально, когда создавалось это все, те люди, которые занимались здесь исследованием флоры, фауны, находили большое количество эндемиков Кавказа. То есть эндемики – это те растения и животные, которые находятся только на этой территории, не встречаются больше нигде. Много было найдено видов, которые занесены в Красную книгу как России, так и региона. И все это в совокупности привело к пониманию того, что место уникальное, и его нужно охранять. По большому счету, если мы не будем соблюдать гармонию между развитием туризма и сохранением природы, то можете себе представить, что с течением времени вот этой вот первозданной девственной красоты, которая нас окружает, ее попросту не будет.